In.My.Room – это маркетплейс красивой мебели. Всем привет, с вами я Ника и канал In.My.Room. Сегодня мы отправимся в гости к одной очень харизматичной девушке, актрисе, телеведущей. Вы ее можете знать по роли Маши Беловой в одном очень известном сериале. Угадали? Пойдем смотреть. Тук-тук-тук. Привет, In.My.Room. Пойдем ко мне на кухню. Анна Хилькевич – известная актриса, телеведущая, а также она еще и блогер, мама, предприниматель, бизнес-вумен, владелица детского сада и салонов красоты. Привет! Ань, спасибо, что ты позвала нас в гости. Расскажи, как твои дела? Во-первых, я тебя поздравляю с твоим прекрасным положением. Спасибо. Да, оно летит незаметно совершенно в такой прекрасной кухне, в таком прекрасном месте. Да, очень рада видеть вас здесь сегодня. На самом деле, это первая такая вот съемка про дом. Потому что, я знаю, вы раньше жили в квартире и потом решили переехать в дом. Почему так? Мы решили все-таки остаться в Москве. Но здесь мы будем жить летом, мы будем сюда приезжать на выходных. Это такое некое ресурсное место. Самым решающим фактором, чтобы остаться в Москве, стал, значит, момент, что КПД снизится у меня и у мужа. Поэтому, в общем, пока мы живем На два дома. На два дома, да. Угу. Тяжело тебе, да, на два дома? Ну, я думаю, что с маленьким ребенком это вот тяжело. Ну, тут, конечно, лучше в плане там воздух, езди побегать. Летом. Летом. Летом, да. А что там будет осенью, зимой, мы не знаем. Ну, в любом случае, у нас есть два дома, и мы всегда можем сюда приехать и отдохнуть. Расскажи, а ремонтом вообще занималась ты сама с мужем или у вас был дизайнер? Как вы вообще делали свое гнездо? Ремонтом в основном занимался мой муж. Но, конечно же, не без моего участия. Он пытался скинуть на меня ответственность в некоторых вопросах, и я говорила: милый, нет, пожалуйста, ты все знаешь сам, ты прекрасна, у тебя прекрасный вкус, эстетика, визуальная составляющая, это мы вместе. То есть без дизайнера? Нет, у нас не было дизайнера, мы сами себе дизайнеры, потому что у нас уже был опыт, мы, когда квартиру купили и делали ремонт там, у нас был дизайнер, но мы поняли, что мы просто замучили этого дизайнера. Мы четко знаем, что мы хотим, мы знаем, где это взять. Ну, это, кстати, очень редко, учитывая, что люди еще с вашей загрузкой еще и занимаются как раз дизайном, домом. Да? То есть вы сами подбирали все материалы, думали, как это будет выглядеть, вы какие-то и чертежи какие-то сами, наверное, делали. Как это происходило? А что здесь какие-то чертежи? Ну, не знаю, там проводку, где розетки будут, самые такие сложные моменты. Да, получается, что да. Я проводкой, конечно, не занималась, светом не занималась, но мой муж точно отрисовывал вот эти все точки. Я не знаю, как это умеет делать. Но, конечно, кухню мы бы сами не собрали. Но какие-то там другие моменты, типа диван, например, есть всякие разные классные ресурсы в интернете, где ты можешь найти типа Пинтереста, типа, ну, в общем, много всякого такого, где ты найдешь какие-то референсы, и дальше ты обращаешься, как у нас было, в разные российские компании по производству мебели, и они просто тебе по этому референсу изготавливают все, что ты хочешь. У нас почти весь дом так выполнен, вся мебель у нас по вот картинкам из интернета. Ну, кухня — это такое самое, наверное, тяжелое с точки зрения планирования места. Безусловно. Как вы подошли к планированию кухни? Ну, мы достаточно кропотливо и долго внутри себя искали, что мы хотим, и потом пытались найти какие-то референсы. Мы заходили, например, на сайт Марии и думали: так, вот это примерно вот по модулям нам хочется вот это. Визуально мы хотим вот так вот. Ну, там просто в Марии есть дизайнер, и, конечно, без нее мы бы не справились. То есть невозможно собрать вот так вот кухню самостоятельно, потому что тут нужно обладать точно вот этими навыками графического дизайна. У нас их пока нет. Я насколько знаю, что у вас не первая кухня от компании «Мария», да, в квартире как раз тоже, да? Да. А какая там кухня? Почему вы решили опять обратиться к Марии? Чем вам так понравилось? В квартире у нас кухня такая выполнена из белого глянца.
полностью в потолок у нас шкафчики, но она максимально удобная, максимально функциональна. С ней ничего не произошло вот за все эти года. И я понимаю, что это прямо вот лучшее вообще для нас, что может быть. Поэтому у нас не было, на самом деле, сомнений никаких, что мы хотим также дальше готовить и жить на кухне Марии. Угу. То есть белый цвет ты здесь решила повторить, и тебя он не смущает. Как он с точки зрения практичности? Мы, в принципе, любим белый цвет. Он расширяет пространство, он как бы задает определенную атмосферу, вайб дома. Но у нас еще есть некие серые детали в интерьерном пространстве, поэтому мы вот решили так немножечко рискнуть. Да. Рискнуть, для нас это риск, сделать темные какие-то пятна, и мы хотели просто много дерева и много светлого, а вот такие вот элементы серые графитовые добавить. Нам нравится все, что получилось. Вот, между прочим, вот эти вот лампы, они пришли к нам не того цвета, которые должны были прийти, они пришли серого вот такого вот, и мой муж сам их закрашивал какого-то 30 декабря. 30 декабря, да, перед Новым годом он сидел там в гараже и закрашивал. Это было так мило, потому что он знал, что нам нужно встретить Новый год в новом доме срочно. Ну, а никто не брался ни за какие работы. Ну, в общем, вы здесь каждую мелочь подбирали сами, да. И включая отделочные материалы, соответственно. Да. Расскажи, что на стенах, что на полу. На полу плитка из керамогранита. Мы сначала хотели сделать микробетон, но это очень долго было, прям сколько они там, 2 месяца. Керамогранит, ну, удобненько, красивенько и, в принципе, немножко похоже на микробетон. Нам нравятся вот такие, как натуральные материалы. Стены у нас просто под выкрас. Простые белые стены, хотя там тоже, конечно же, есть некие нюансы. Вот эта часть кухни, это модель Антра, шпон, цвет американский орех. Очень красиво. Да, и давай посмотрим, что же внутри по этой стенке. Давай покажу. Микроволновка, духовой шкаф. Здесь у нас, ну, какие-то хранение. Полочки, да, полочки, ящички. Естественно, здесь тоже хранение. Ну, хранения очень много на кухне. Много. Это вообще, я считаю, самое главное вообще, что должно быть. То есть должно быть много опций, много всяких скрытых ящиков. Ну, по крайней мере, в моем доме точно. Я не люблю, когда все навалено, я люблю, когда максимально возможный минимализм соблюден, поэтому нужно все прятать. Здесь у нас сдвижная такая система. Ого, как удобно. И там, получается, нету мертвой зоны даже. Мертвые зоны, да, хотя они живут точно своей жизнью. Тут у нас всякие, в общем, соковыжималки, раклетницы, блинницы. Как тебе такой механизм? Он удобен в быту? Он легко выдвигается? Да, очень легко выдвигается. И, ну, а как еще добраться вот до вот этих вот мертвых зон? Только вот через вот такие вот системы. Конечно, то есть ты не можешь держать на вот тех вот дальних углах вещи, которые используются ежедневно, но там по выходным, по праздникам, как раз на вот раклетницу, да, ты когда ее достанешь? Там раз в месяц максимум. Соковыжималка туда же отправляется. А здесь у нас, кстати, очень классная вещь. Мини-холодильничек для напитков. Вот здесь у нас хранятся всякие лимонады, напитки и для мужских развлечений. То есть легкие алкогольные напитки. То есть помимо такого большого холодильника сайд-бай-сайд еще решили сделать мини-холодильник чисто для напитков. Да, чисто для это напитков. Тоже только это вы с мужем продумали? Или это и он хотел. Вот у него вот такая была фишечка, он так хотел, потом говорит, ладно, не надо, давай мы не будем это делать, давай сделаем полочки, еще одни тебе. Я говорю, ну нет, ну как же, надо же и твои тоже хотелки учесть. Вот, здесь у нас, да, 2 холодильника, это морозильная камера, а это обычный холодильник. То есть это 2, которые вместе поставлены, я думала, это сайд-бай-сайд. Нет, вот так вот, да. Но даже этого нам мало. Скажи, а ты готовишь сама или ты делегируешь? Ну, иногда готовлю. Раньше я очень много готовила, я обожала это делать, но в связи с тем, что я расставила приоритеты по-другому, я лучше проведу время с детьми или отдам это время самой себе, а там моя помощница потом приготовит что-то. Но если ее нет, то, конечно, я готовлю. А ты любишь готовить? Какое у тебя фирменное блюдо? Сейчас
Фирменное блюдо у меня, наверное, гречка. Гречка, салаты какие-нибудь зожные. Но так я, в принципе, люблю готовить. И если там... У меня очень много всяких книг, рецептов. Вот у меня тут вот... Ну, в основном детская, видите. «Мама, хочу есть». И что-то еще тут книга с рецептами. Есть много вегетарианских книг. А ты вегетарианка? Ну, я не особо люблю мясо, но иногда ем. Особенно в положении сейчас. А у тебя часто здесь собираются гости? У тебя тут такая большая... Постоянно. Да? У нас постоянно приезжают гости. Мы здесь вообще, на этой кухне, мы иногда завтракаем там. В основном, конечно, летом хочется сидеть На улице. Да, как бы почти на улице. Мы еще там доделываем летнюю такую веранду. Здесь вечером обычно мы всегда ужинаем, если он поздний. Плюс мы играем в игры какие-нибудь настольные, вы тоже за этим стол. Такое решение, как остров, оно очень добавляет уюта и какого-то такой своей собственной атмосферы в помещение. Я всегда хотела остров. Правда, я хотела еще, чтобы здесь можно было плиту поставить, но не в этот раз. Слушай, ну на самом деле остров не только красивый, удобный, он еще и функциональный, в нем очень много хранения. Расскажи про это и из чего столешница, раз мы про него начали. Да, давай начнем со столешницы. Это искусственный камень. Очень красивый, я помню, мы так долго выбирали этот цвет, и думали мы белый или черный, или там какой-нибудь. В итоге решили темный. И белые как раз-таки фасады. Да, белые фасады, они вот тоже очень удобно открываются, мягенько, салфеточки, книжечки, часть для детей. А на той стороне еще мы сделали еще и розеточки. Тоже. Это очень функционально, очень, подзарядить телефон, посидеть, поработать. Именно так, вот зарядки у нас тут лежат, игры настольные, видишь? Вот. А из какого материала эти фасады? Это тоже модель джаз с покрытием эмаль, вот такие же, как верхние и нижние фасады кухни. Они, кстати, вот здесь вот такой сложной формы, закругленные. Очень удобно так? Очень удобно, потому что дети маленькие. Каких углов? Да, не любим, когда есть острые углы с маленькими детьми в квартире, в доме. И мне очень нравится, как сочетаются они, видимо, из того же фасада, как и та стена, да? То есть смиксовали несколько разных видов фасадов. Мы, на самом деле, несколько вариантов кухонь прорабатывали. У нас было полностью белое, и полностью там деревянное. И вот с этими рифлеными фасадами мы тоже долго думали, потому что это смелое решение. Ну, на самом деле, да, потому что у нас часто пишут, что такие рифленые фасады, это непрактично, на них остаются отпечатки пальцев. Да. И мы переживали, что вот что-нибудь будет не так. Нет, они идеальны. Идеальные. Еще есть волнение, было у нас волнение, что будет некрасиво, что там вот все видно, если вдруг там будет как-то посуда некрасиво стоять. Нет, все очень эстетично, гармонично, и вот эта подсветочка, она так тоже... Она как будто разбавляет, играет. делает воздушнее. Да. Она именно вот облегчила кухню. У нас нигде никогда не было таких витрин, но это вообще одно из лучших решений, которые мы приняли в дизайне кухни. Это стеклянные рифленые витрины Навара. Они здесь не остается ни отпечатков, ничего, они очень красивые, они делают кухню такой легкой, воздушной. И вот там стоит посуда, и нету все равно ощущения там какого-то мусора, перегруза и так далее. То есть ты можешь... Это у меня видно, что у меня тут достаточно разные стоят бокалы, стаканы, но несмотря на это, все очень даже чистенько, аккуратненько смотрится, эстетично. Еще классно, что сделали подсветку, и в целом такое решение немножко разбавляет кухню и делает ее более воздушной. Вообще, мне кажется, что разные источники света всегда хорошо. То есть это прям такая игра светом в помещении. А давай посмотрим, что у тебя вот по главной стене, тоже опять же белые фасады, но уже внизу. А что у нас здесь еще есть? Подсветка, естественно. Рабочей поверхности. Да, рабочей поверхности, вытяжка. Здесь у нас моя любимая вещь на кухне – это измельчитель. Я считаю, что это
никто не должен пренебрегать этой функцией. То есть ты все время им пользуешься? Да. А в московской квартире он тоже у тебя Тоже есть? есть, тоже есть. Моя дизайнерша, которая там была, она отговаривала меня от этого. Почему? Она говорила, у вас будет плохо пахнуть оттуда. Да, иногда запах какой-то появляется, но он так раз и ушел. Ну, а здесь ничего не появляется. Я думаю, что это связано со стоками в доме, в квартире. Возможно, да. Здесь, потому что никаких запахов оттуда нет. Широкая раковина. У нас до сих пор с мужем споры на тему надо было взять такую раковину, которая делится на 2 части, либо же взять одну большую. Кто за что был? Я за одну большую, ну, как ты видишь. Если мыть раковину, то надо мыть всю раковину. А так ты можешь, если что, так одну запачкать, а вторую держать чистенькой. Такая хитрость. И хитрость. А я ему говорю, что если вдруг какая-то большая там кастрюля, арбуз, все это не поместится в одну маленькую раковину. Правильно. Правильно? Да. Вот. Я настояла. Здесь у тебя такая же столешница, как и на острове, правильно? Да. Только, мне кажется, она более узкая, тонкая. Она чуть поуже. Угу. Да, согласна. Ну и давай посмотрим, что же у тебя по хранению здесь. Ой, здесь так много разных у нас, конечно, вариантов хранения. О, нижняя сушка. Как тебе, удобно? Обалденно. Но здесь у нас хранится посуда для деток. Угу. Даже на То есть они могут сами подойти, удобно им взять самим. Да, у них то есть стаканчики, кружечки их. Здесь у нас вот с моим маленьким ростом я, естественно, стараюсь ставить все самое популярное в нижние секции. Вот здесь у нас основная посуда, тут уже ящик такой со всякими для хранения. Скажи, а вот ты сама заговорила про рост, кухня, она до потолка. Как ты достаешь до верхних полок? У меня есть ступеньки. Специально обученная вещь? Стремяночки. Нет, стремяночки или я прошу, но я обычно никого не прошу, на самом деле мне несложно взять, подойти, поставить и залезть. Это моя жизнь, это моя фишка, поэтому я привыкла. Вот. Иногда там няню прошу, говорю, можете мне, пожалуйста, достать вот эту вот. То есть я даже до 2-й полочки не могу достать, но это нормально. Ну, как я понимаю, все, чем ты пользуешься каждый день, оно у тебя в доступе. Вот на уровне глаз и на уровне колен. Угу. Вот. Ну, как бы, где мой рост, удобно. там и сюда. Что здесь? Здесь вот у нас вилки, ложки, тут у нас всякая ерунда. Ну, это значит фольга, зубочистки, пакетики. Я думаю, что у каждого на кухне есть такой ящик. Здесь все для сервировки. Тут чуть посерьезнее приборы. Крышки. Отдельно для крышек. Кстати, очень классная вещь. Хотя, наверное, здесь можно держать... О, вот ножницы я таскала. Здесь наверняка можно держать все, что угодно, но я приспособила это для крышек. Либо это для крышек. Ну, наверное, это для крышек, потому что крышки все время куда-то съезжают, их неудобно где-то держать. Ужасно, да, они прям мешают Тут у них любому есть свой пространству. дом. Очень много хранения, много посуды. Видно, что гости бывают часто, и мне кажется, что очень удобное решение. Вот тут сижу, смотрю, окно рядом как раз с кухней, чтобы, если что, передавать. Да, это раздаточное окно, как в столовой. Я вот здесь вот ставлю, а дети у меня идут и накрывают туда на стол дальше. Очень-очень удобно. И даже мне удобно, если мне никто не помогает, я все равно также сюда выставила и там забрала. А стол раскладывается? Да, конечно. Это сколько получается? Он такой большой. Действительно собирается большая компания. Может быть, кто-то из известных людей у тебя тоже бывает в гостях? Кто-то был у меня? Кроме меня здесь, из артистов. Мне кажется, я из артистов вообще еще никого не звала. Ага. Ну сейчас мы это... Мы только газон постелили. Куда я их позову на этот перекати-поле? А с кем ты дружишь? Вот мы, например, уже были из сериала «Универ» и у Стаса Ярушина, да, и у Андрея Гайдуляна. Да. Ну, это Ярушин вообще мой лучший друг. Гагун, с кем я дружу. Ну, то есть с «Универа», по сути, я со всеми мальчиками дружу. С девочками нет? То получилось. Это не моя была инициатива не дружить. Ну, просто так, раз, и вот как-то разошлись. Вот, ну, по сути-то в «Универе»-то осталась-то из девочкиного состава я одна. Из такого
первоначально. Классического. Да, да. Сейчас же вышло продолжение. Выжило всех. Да, вышло продолжение, классное, всем понравилось, мне понравилось, я гордилась и горжусь этой работой, и вот сейчас вот готовимся уже к следующему. То есть ты не останавливаешься, несмотря на свое положение, у тебя продолжаются проекты, ты расписание свое дальше планируешь, правильно? Сейчас я как бы ушла уже в декрет, потому что мне действительно сейчас тяжело думать и работать, ну, конечно. И много ходить, а как вы понимаете, съемки они предполагают 12-часовой рабочий день. Но если мне можно посниматься там 2-3 часа, я не упускаю этой возможности. Не сидишь на месте. Да, но в целом у меня так много вопросов здесь по дому, и вообще летом, надо сейчас перед родами успеть хоть немножко отдохнуть. Конечно. Потому что потом я рожу ребенка, и у меня еще и ребенок, и работа, и все остальное как бы привычное, и чтобы там не сойти с ума. Скажи, ну ты все равно такая активная, ты все успеваешь, и уже третий ребенок, но все равно какие-то проекты берешь. Скажи, может быть, у тебя есть какие-то все равно вещи дома, которые ты, например, любишь больше делать сама, а не делегировать? Ну, конечно, что-то есть. Но я не делегирую там укладывание детей своих, чтение книг совместные, занятия с детьми. Ну, то есть я максимально... Моя няня, она прекрасна, она может быть и няней, но она в основном занимается вот как бы дома, а я занимаюсь детками. Из такого вот, что по дому, я считаю, что я должна сама сказать, где, что, как будет, и уже после этого уже... Организация пространства. Организовать изначальное пространство должна я сама, а дальше уже все должны поддерживать. На это тяжеловато, это нужно много времени, да. Уборкой я не занимаюсь. Хотя люблю попылесосить. Да, попылесосить. Не, некоторые любят, например, посуду мыть. Вот не любят пользоваться посудомойкой. Кстати, у тебя тут есть посудомойка? Да, обязательно посудомойка есть, но надо было ее, конечно, брать больше. Ты знаешь, я в детстве, когда я была маленькой, моя мама играла с сестрой. Они играли со мной в игру «Золушка». Ты понимаешь, кем была Золушка, кто играл Золушку, поэтому я очень долгое время думала, что это очень веселая игра, и мыть посуду это здорово, и убирать, поэтому я все свое отработала там, в детстве, поэтому теперь я мыть посуду не буду. Скажи, а может быть есть какие-то домашние ритуалы, которые вот не знаю, там обязательно в воскресенье с утра блинчики, например, или там, не знаю, по каким-то дням вы точно ужинаете всей семьей? У нас традиция, мы всегда стараемся завтракать вместе и ужинать вместе, если мы не заняты. Не заняты, да. Но завтрак, как правило, у нас вот проходит вот там. Ну, конечно, в доме это все проще организовать, когда нет школы. А когда есть школа, у нас чуть-чуть мы устраиваемся в другой режим. Давай еще про это место задам вопрос. Скажи, а эта веранда, она также зимняя? Сейчас лето, жарко, понятно, да, все открыто. А зимой вы уже успели, ты говоришь, Новый год здесь отмечали? Да. Как на ней? Тепло? Она у вас отапливаемая? Да, она отапливаемая, там есть и батареи, там и теплый пол. В ней очень и очень жарко. Вот я, конечно, когда мы ее построили, я подумала, что надо было нам вот это вот все убирать и объединять вот такое вот пространство. Мне нравится, когда пространство есть. Там вот мы сделали детскую игровую площадку. Кстати, очень удобно. Чтобы... Ты следишь за детьми, если что, или няня тут делает что-то и следит. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. Там много классных идей для ваших интерьеров. Ну а если же вы уже успели сделать свой классный, красивый интерьер и хотите нам его показать, то присылайте фотографии вот на эту почту, расскажите о нем немножко, и, возможно, мы приедем именно к вам. Давай посмотрим еще твою гостиную, а скажи вообще, какой метраж у этой общей зоны? Ну вот у этой зоны, кухня плюс вот эта часть гостиной, 55 квадратов. Но мы пользуемся еще и верандой, которая тоже где-то столько же квадратных метров. Поэтому в целом у нас здесь соточка. Красота. Может, 80. А расскажи про гостиную по зонам, да? У вас такой большой вместительный диван, но он не раскладывается. Нет, здесь этот диван не раскладывается, он просто для того, чтобы на нем сидеть и смотреть домашний кинотеатр. У тебя на стене какой-то интересный арт. Это сделала моя подруга сама.
Очень Да, подходит в этот подарила. интерьер. Мне кажется, он даже с ковром как-то пересекается по таким формам. Да, она подарила эти картины еще до того, как у нас появился этот дом. У нас есть такая рубрика «Вопросы от искусственного интеллекта». Скажи, если бы у тебя была возможность провести день с любым историческим персонажем, кто бы это был и что бы вы вместе делали? Ага, ну много с кем бы я провела время. Я бы хотела бы провести день с Иисусом Христом. Я бы хотела с Буддой провести день. Какой бы вопрос ты им задала? Первый. Боже мой, это же очень глубоко. Ну, наверное, я бы задала Иисусу Христу, наверное, я бы задала вопрос, смысл нашей человеческой жизни, в чем суть. Хотя, как бы, скорее всего, ответ у меня есть, но я бы хотела бы получить у него подтверждение. У Будды бы я спросила, как тоже достичь просветления, и может он ли мне в этом помочь, может он за этот день мог бы меня раскрыть еще больше, да. Вот. А еще бы я бы встретилась бы с Григорием Распутиным. Ого, ничего себе, интересно. Например, да, потому что он такой, как бы, одиозный персонаж, и люди к нему относятся по-разному. Очень интересно. Спасибо тебе большое за такие откровенные ответы. Последний мой вопрос. Я слышу, там кто-то шебуршится за моей спиной. Да, это какие-то домашние животные? У нас тут 2 кролика, да, мы... Покажешь нам? Покажу. У них какая-то порода есть? Как их зовут? Это нидерландские декоративные кролики. Зовут, ну это просто супер имена, конечно, дети придумали. Сейчас вам покажу. Этот лежит. Давайте. Не бойся. Ой. Слётки, ну что это? Это клубничка. Клубничка. А вторую зовут еще одно гениальное имя. Мои дети дали им эти имена шикарные. А это солнышко. Ну, зато все понятно и легко запомнить. Спасибо, что ты нам их показала. У нас для тебя остался блиц-опрос. Его фишка в том, что мы отвечаем, не задумываясь, быстро, сразу. Сладкое или соленое? Сладкое. Готовить дома или заказывать доставку? Заказывать доставку. Завтрак или ужин? Завтрак. Горы или море? Горы. Лето или весна? Лето. Праздник в кругу семьи или шумная вечеринка? Праздник в кругу семьи. Выходные в городе или за городом? Ну, когда как, но за городом сейчас. Спасибо тебе большое, что ты нас пригласила в гости. Я тебе желаю, чтобы все твои мечты исполнялись, чтобы встреча с малышом прошла гладко, легко, и чтобы вы с мужем всегда жили в согласии и всегда у вас получалось сделать интерьер таким, какой вы хотите. Спасибо большое, спасибо, Ник. Очень приятно, что вы посмотрели, что вы пришли. Приходите еще. Стройте еще. Мы построим еще, а вы приходите.